Буквально несколько минут назад стали известны печальные новости из мира российского шоу-бизнеса. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает о трагическом событии, которое произошло под Санкт-Петербургом на летней даче во время празднования 87-го дня рождения известной советской и российской певицы Эдиты Станиславовны Пьеха. Легенду советской и российской эстрады Эдиту Станиславовну Пьеха приехали поздравить с 87-м днем рождения известные люди Российской Федерации, представители высших эшелонов власти Санкт-Петербурга и известные артисты российского шоу-бизнеса. Никто еще в тот момент и не мог представить, что праздничное событие закончится настоящей трагедией. Любимая миллионами известная певица Эдита Станиславовна Пьеха по состоянию здоровья уже многие годы живет не в центре города, а в уютном домике под Санкт-Петербургом. Поэтому и день рождения легендарной певицы проходил на летней даче. Уважаемую Эдиту Станиславовну приехали поздравить практически весь музыкальный бомонд российского шоу-бизнеса и представители антикоррупционного комитета Никиты Михалкова. А именно Николай Басков с невестой, Владимир Винокур, Вячеслав Добрынин, Юрий Антонов, Михаил Сергеевич Боярский с дочкой, актрисы Анастасия Вертинская, Вера Алентова, Мария Шукшина, Лев Лещенко с младшим братом и певец Александр Розенбаум. Илона Броневицкая и Эдита Станиславовна Пьеха, как гостеприимные хозяйки, постарались на славу. Праздничные столы ломились от самых изысканных блюд. Помимо традиционной русской кухни на столах присутствовали самые экзотические блюда мировой кухни, а именно знаменитый японский фирменный пряный суп рамен, испанское блюдо палавея, французская закуска валаван и легендарный клэм-чаудер из моллюсков, фирменный американский суп. Спустя какое-то время с большим опозданием на праздничном застолье появился и внук легендарной певицы, известный российский певец Станислав Петрасович Пьеха. В последнее время у Станислава Петрасовича Пьеха, который совсем недавно приехал из-за рубежа в Россию, достаточно натянутые отношения с Илоной Броневицкой и Эдитой Пьехой. Надо отметить, что еще в молодости Стас Пьеха страдал серьезными пагубными привычками, которые в итоге и стали причиной трагического события. Сначала после опоздания Стаса Пьеха на день рождения своей бабушки у него возник серьезный конфликт с Эдитой Пьехой и Илоной Броневицкой. Вначале его удалось погасить, однако во время праздничного застолья он разгорелся с новой силой. Члены антикоррупционного комитета Владимир Винокур и Вячеслав Добрынин попытались заступиться за легендарную певицу и встали на защиту Эдита Пьеха, однако Станислав Петрасович вел себя весьма агрессивно. Однако последней каплей терпения для Станислава Петрасовича Пьеха стал неожиданный шокирующий инцидент во время праздничного застолья. Член антикоррупционного комитета и известная актриса Мария Шукшина подняла праздничный тост за Эдиту Пьеху, однако весьма неосторожно отметила, что ее внук Стас Пьеха всей своей музыкальной карьерой обязан своей бабушке. После этих слов Стас Пьеха был весьма рассержен и заявил, что он самодостаточный человек и всю свою музыкальную карьеру построил полностью сам, что в итоге и послужило причиной нового конфликта. Стас Пьеха вызвал на мужской разговор певца Александра Розенбаума, который заступился за Марию Шукшину. Однако Александр Яковлевич Розенбаум в молодости был чемпионом России среди юниоров по боксу, поэтому он быстро успокоил Стаса Петрасовича. Стас Пьеха, возбужденный парами алкоголя, не смог простить обиды и вновь отправился к праздничному застолью. Он подошел к своей бабушке Эдита Пьеха и заявил, что свою музыкальную карьеру построил полностью сам и никому не обязан своими успехами.
На этот раз в дело вмешался член антикоррупционного комитета, один из самых уважаемых артистов Советского Союза и Российской Федерации Лев Валерьянович Лещенко. Лев Лещенко вместе со своим младшим братом отвели Стаса Пьеху в отдельное помещение и начали мужской разговор. Однако на этот раз Стас Петрасович сорвался и вышел из себя. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он нанес ранения, несовместимые с жизнью, родному брату Льва Лещенко, российскому артисту театра и кино, заслуженному артисту Московского театра драмы Сергею Лещенко. Стас Пьеха нанес смертельное ранение острым предметом, напоминающим нож. К слову сказать, что 60-летний Сергей Лещенко – младший брат Льва Лещенко. Он не имеет такой бешеной популярности, как Лев Валерьянович, но хорошо известен любителям театра и театральных постановок. Антикоррупционный комитет Никиты Михалкова приносит глубокие соболезнования Льву Лещенко в связи со смертью родного человека. Ну а Стаса Пьеха ждет долгое судебное разбирательство и уголовный срок. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.